Всем привет! Продолжаем работу над платье-рубашкой. Основные детали мы с вами выкроили. Это спинка, полочки, рукава, подборта, воротничок. Осталось нам выкроить манжетики и карманы, если они вам нужны. Я думаю, что карманы на рубашке, это просто необходимая вещь, потому что, какая же это будет рубашка, да? Значит, для того, чтобы выкроить манжетики, я сейчас, вот у меня остатки ткани, я сейчас провожу прямую линию. Обязательно должна быть долевая и поперечная линии, то есть не по косой. У меня это остаток ткани, я сейчас просто выравниваю так уголочек и измеряю запястье. В моем случае обхват запястья 15,5 сантиметров. Я буду округлять в большую сторону, то есть получаю 16. К 16 сантиметрам я прибавлю 10 сантиметров. В эти 10 сантиметров будет входить и свобода, и нахлест, и на швы. То есть все в эти 10 сантиметров. Поэтому я сейчас откладываю от уголочка, вот здесь я уже прорисовала уголочек, 26 сантиметров, ставлю метку. И эти 26 сантиметров поднимаю выше или ниже опускаю, то есть как хотите. Мне нужен вот здесь прямой угол. Я буду сразу выкраивать 2 манжета. Значит, смотрите, если я хочу в готовом виде манжетик 5 сантиметров, значит, мне нужно 5 сантиметров умножить на 2, это уже 10, и прибавить по 1 сантиметру с каждой стороны на швы. Получаю 12. То есть 12 сантиметров ширина моего манжета, высота, правильно сказать, да? Значит, здесь я провожу прямую линию, и это у меня 1 манжетик. От этой линии я откладываю вверх те же самые 12 сантиметров. Провожу еще одну прямую линию, и это у меня 2 манжетик. Вырезаю 2 прямоугольника. Манжетики готовы. Вот так у нас получается 2 манжетика. Пока откладываю. Итак, карманы я решила набросать на бумаге. Я себе уже набросала. И сейчас расскажу для вас, что я здесь набросала. Значит, первым делом вверху провожу прямую линию произвольную. И для начала мы с вами должны решить, какой ширины у нас будут нагрудные карманы и какой ширины у нас будут карманы по бокам. Значит, я решила, что у меня нагрудные карманы будут 11 сантиметров шириной. Но клапан, который будет пришиваться сверху и закрывать кармашек, то есть вход в карман, у меня будет на полсантиметра с каждой стороны больше. То есть получается 12. Значит, я просто беру вот так, откладываю, вот допустим, начало кармана, откладываю 12 сантиметров, ставлю метку. И теперь определяемся с высотой клапана или шириной клапана. У меня это, я решила, что будет 5 сантиметров. Значит, я сейчас провожу вот так линию 5 сантиметров, шириной вот здесь 5 сантиметров. Вот так я провожу стороны моего клапана. Но клапан я хочу, чтобы вот здесь у меня был такой полукруглый. То есть вот здесь уголочки я скругляю. Вот это у меня будет клапан для верхнего кармана. Этих деталей будет 4. Пишу 4 детали. Потому что для каждого кармана эта деталька будет двойная. Что касается самого кармана. Смотрите, от этого уголочка я откладываю 0,5 и здесь я откладываю 0,5 внутрь. Потому что я решила, что у меня сам карман будет меньше на 0,5 с каждой стороны. То есть я хочу, чтобы клапан, да что ж такое, чтобы клапан закрывал у меня кармашек и вот так немножечко выходил за пределы кармана. Далее, что касается высоты самого кармана, я хочу, чтобы он был, допустим, также 11 сантиметров в высоту, но мне нужно, чтобы вот здесь по высоте этого кармана была большая такая достаточно широкая подгибка. Поэтому я здесь для подгибки возьму 3 сантиметра. То есть если 11 плюс 3 получаю 14, провожу горизонтальную и вот эти линии довожу до этой линии. Можно кармашек по низу тоже скруглить, чтобы было гармонично, да?
Итак, конечно же, кармашки у нас будут из остатков ткани. Значит, смотрите, вот так у меня ширина, она немножко тянется. Вот так у меня длина. И я прикладываю вот таким образом, чтобы мне хватило на припуски обязательно. Вот таким образом я прикладываю. Даже можно сэкономить, хотя я думаю, что здесь незачем. Я прикладываю свой клапан. Это у меня маленький клапан. Так. Прорисовываю верхнюю линию без припуска. Дальше вот здесь я прорисовываю с припуском в 1 сантиметр. Перекладываю вот таким образом свой клапан бумажный. И сюда я тоже повторяю с припуском в 1 сантиметр. И обратите внимание, я сложила ткань в 2 сложения. Получается, что у меня сразу сейчас вырезается 2 двойных клапана. Вот так это будет сшиваться, и никаких дополнительных действий здесь не нужно. Значит, получается, что у нас не 4 детали, а 2 детали со сгибом. Все, готово. Так, у меня тут осталась ткань. И я думаю, что вот сюда как раз я и войду. Так, прорисовываю и вырезаю. Теперь нам нужно продублировать некоторые наши детали. Я буду дублировать одну часть воротничка, одну половинку. Буду дублировать манжеты. Наверное, буду дублировать полностью, чтобы они были более плотненькие. Обтачку по спинке и под борта. Карманы дублируем только в том случае, если у нас дублерин, а не флизелин, потому что флизелин со временем отойдет. Ну и будут, конечно же, неприятности. И дублерин должен быть с хорошей цепкостью, то есть с хорошей клеевой основой. Итак, дублируем детали. Итак, я продублировала детали. Это одна деталь воротничка, 2 детали подборта, обтачка по спинке, 2 кармашка маленьких, 2 кармашка больших. Это у меня 2 манжетика. И клапаны для карманов я продублировала вот так, как и говорила, наполовину. Теперь нам необходимо карманы, обтачку для спинки и подборта обработать по срезам. Подборта мы обрабатываем вот этот неровный срез, горловина и передняя половинка мы не обрабатываем. Здесь тоже вот этот, то есть это получается свободный срез у нас будет. Воротничок мы не трогаем. Обтачка по спинке мы обрабатываем вот этот внешний срез. Что касается карманов, мы обрабатываем полностью вот эти срезы и полностью вот этот срез. То есть мы с вами должны полностью все срезы на карманах обработать.
смотрите, обтачку и подборта мы с вами просто отглаживаем, а кармашки мы с вами должны еще и заутюжить. То есть, смотрите, кармашек, это у меня верхний кармашек, я делаю подгибку верха на 3 сантиметра. Так, заутюживаю. И вот эти места мне тоже нужно заутюжить. Для этого у меня есть вот такая линеечка с закруглениями. Закругления здесь разные. С одной стороны более развернутое закругление, с другой стороны более такое сдержанное. Ну и я смотрю, какое мне больше подходит. Я думаю, что вот это более такое открытое. Значит, я вот так прислоняю к припуску, то есть к оверлочной строчке. Ее я и буду заутюживать. С помощью этой линеечки. Аккуратненько. Линеечку я покупала на Алиэкспресс. Я уже сейчас не помню ни цену, не скажу вам, ссылочку не дам. То есть это было давно. Ну, она от горячего. Она, конечно, немножко плавится, но она потом восстанавливается. Так, переворачиваю вот сюда. И продолжаю с этой стороны. Линеечка, по-моему, называлась термолинеечка. То есть она держит температуру, ну, по крайней мере, 100 градусов моего парогенератора она вполне выдерживает. И на этом сегодня я заканчиваю. Продолжим в следующий раз. Всем классного настроения, всем пока!